Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Как вы думаете, возможно ли быть счастливой в одиночестве? Многие ведь уверены, что одинокие люди несчастны и только мечтают об отношениях. Не имеешь пару, значит жизнь твоя плохая. Нам навязывают убеждение о том, что наличие постоянных крепких отношений– залог счастливой жизни, особенно для женщин. С самого детства девочки внушают, что она должна быть хорошей женой и мамой. Крайне мало сказок, где принцессы развиваются как личности и могут находиться в одиночестве вполне счастливо. Нам рассказывают, что счастье– это семья, но жизнь далеко не всегда бывает сказочной. И если не сложилось с замужеством, то разве нужно поставить на себе крест, надеть черный платок и быть несчастной всю жизнь? Мальчикам в детстве тоже говорят, что они должны посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Якобы тогда они реализуются и станут счастливыми. В реальности же все относительно. Можно успешно выйти замуж, жениться, но счастья там не найти. Не стоит забывать, что никакие внешние обстоятельства не могут подарить это внутреннее состояние гармонии и наслаждения, если внутри самого человека этого нет. Можно делиться с миром только тем, что есть в нас самих. Действительно ли люди, выбирающие быть свободными, несчастнее тех, кто живет с партнером? Это не более чем иллюзия. Есть 4 стереотипа, которые заставляют людей бояться одиночества. Первое. Не могут найти пару. Многим кажется, что у одиноких людей не складывается личная жизнь, и они мечтают встретить вторую половинку. Но согласно соцопросам, одиночки намеренно не находят близкого человека и зачастую уже были в браке или длительных отношениях. Второе. Страдают от одиночества. Проводилось исследование, в ходе которого на протяжении 8 лет людей спрашивали, счастливы ли они. Те, кто были одиноки, а потом вступали в брак, испытывали большую радость в первый год после свадьбы. Но спустя год большинство чувствовали себя так же, как и до брака. Это касалось тех людей, кто не собирался разводиться. А вот те, чьи ожидания от брака не оправдались, чувствовали себя очень несчастными. Только после развода и обретения свободы они чувствовали себя прекрасно. Третье. У них плохое здоровье. Среди тех, кто никогда не вступал в брак и живет без партнера, более 80% называли свое здоровье отличным и хорошим. Примерно такая же цифра у женатых людей. Так что узы брака никак не влияют на состояние здоровья и продолжительность жизни. Четвертое. Одиночки эгоистичны. Еще один стереотип. Раз живешь сам, то характер скверный, а годы одиночества превратили тебя в эгоиста. На их фоне семейные люди представляются надежными друзьями, внимательными родственниками и ответственными работниками. Но исследования показывают, что одиночки всегда лучше относятся к своим родителям и ближе общаются с братьями и сестрами. Они гораздо чаще помогали друзьям и соседям. Таким образом, пока женатые фокусируются исключительно на себе и детях, одинокие больше открыты миру и другим людям. Быть одному или находить вторую половинку– личный выбор каждого. Одиночество может приносить человеку негатив лишь в случае, если ему необходима пара, а найти близкого человека не получается. Тогда может быть и депрессия, и зависть, и заниженная самооценка на фоне отсутствия второй половинки. В другом же случае люди наслаждаются своей свободой и всем, что преподносит жизнь. Чтобы быть счастливым в одиночестве, нужно менять свое сознание. Надо отказаться от установок, что счастье можно найти лишь рядом с кем-то. Никто не говорит, что искать вторую половинку не нужно. Речь идет о том, что если не сложился брак, то это не конец света, а возможность уделить себе время. Как быть счастливым в одиночестве? Если ваше счастье зависит от других людей, то вы не свободны. Это своеобразное рабство или зависимость. Ведь если человек по каким-то причинам уйдет из вашей жизни, то останется лишь выжженная пустыня. Вы сами для себя должны быть опорой во всем.
Самое главное и постоянное, что есть в жизни, это вы сами. Если вам комфортно наедине с собой, то будет комфортно и с другими. Бывают очень сложные жизненные ситуации, когда действительно не остается никого, кроме вас самих. И все красивые слова про счастье в одиночестве кажутся чем-то диким и нереальным. В такие моменты важно помнить и верить, что ничто не длится вечно. Очень скоро тучи рассеются и выйдет солнце. А вы можете помочь себе ускорить этот процесс простыми шагами. Любите и принимайте себя со всеми недостатками. Ваша самооценка и внутреннее состояние не должны зависеть от мнения других людей. Любить себя нужно не только тогда, когда вы хорошая, но и когда вы допускаете ошибки. Безусловно, любовь к себе определяет внутреннее состояние. Ведь если вам комфортно наедине с собой, то вам будет не страшно находиться в одиночестве. Вы не будете цепляться за любого человека в вашей жизни, лишь бы не остаться одной. Найдите внутренний ориентир и поддержку в себе. Те советы, которые так хочется услышать от других людей, вы можете дать себе сами. Только вы можете решать что-то в вашей жизни. Только вы несете ответственность за собственные решения. Когда вы спокойно принимаете решения, не опираясь на мнение других людей, тогда у вас есть внутренняя опора, которая поможет вам в любой ситуации. Вы сами можете сказать себе слова поддержки, хвалить себя и гордиться. Очень важно работать над самооценкой и видеть в себе хорошее. Визуализируйте. Мы можем создавать свою жизнь мыслями, ведь они материальны. Очень важно мыслить позитивно, ведь позитивный настрой творит чудеса. Как только вы меняете свое сознание и начинаете видеть даже в плохом хорошее, сразу же меняется мир вокруг вас. Представляйте себя счастливой, даже если это кажется невозможным в трудной ситуации. Если не можете изменить сложившуюся ситуацию, то измените свое отношение к ней. Найдите хобби. Любимое занятие поможет вам раскрыть свои тайные таланты, отвлечься и расслабиться. Когда вы занимаетесь тем, что приносит вам удовольствие, вы чувствуете спокойствие и наслаждение. Крайне важно делать что-то для себя. Особенно важно иметь любимое дело, если вы живете в большом городе, где каждый день сталкиваетесь с многочисленными стрессами. Никогда не поздно реализовать свою детскую мечту и учиться. Уделяйте время только себе. Ежедневные заботы на работе и проблемы могут затащить вас в круговорот стресса. Нужно уметь расслабляться и отдыхать. Позвольте себе провести спокойный вечер в одиночестве дома за просмотром фильма, чтением книги или насладиться ванной с пенкой. Организму обязательно нужно устраивать перезагрузку, ведь если вы о себе не позаботитесь, то никто этого не сделает. Путешествуйте. Новые люди, новые места и сама дорога помогают привести мысли в порядок и узнать много о себе. Путешествовать в одиночестве не грустно, наоборот. Это время наладить контакт с собой и научиться справляться в одиночестве с какими-то препятствиями. В любой поездке бывают приключения, которые закаляют характер или показывают вам себя в совершенно другом свете. В поездках вы учитесь коммуницировать, искать подход к другим людям, а значит и развиваться. Развивайтесь как личность. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Чем больше вы развиваетесь, тем больше у вас есть поводов для гордости, а значит вы более счастливы. Ставьте цели и добивайтесь их. Чем больше у человека целей в жизни, тем интереснее он как личность. Вам всю жизнь жить с самим собой. Намного приятнее каждый день просыпаться с интересным и гармоничным человеком, нежели с тем, кто видит мир в сером цвете. Уделяйте как можно больше времени своему внутреннему миру. Ни о чем не жалейте. Запомните, если вы поступили именно так в прошлом, то иначе быть не могло на тот момент. Для счастья крайне важно уметь отпускать прошлые ошибки и обиды, чтобы они не накапливались и не мешали новой радости.
Чем больше вы думаете о прошлом, тем больше вы отдаляетесь от счастья здесь и сейчас. Учитесь выносить уроки и делать выводы из прошлого, но жить настоящим. Только тогда можно стать по-настоящему счастливой, даже в одиночестве. Можно рассматривать одиночество как свободу и возможность наслаждаться жизнью именно так, как хотите только вы. Слишком много людей живут в браке только из страха остаться в одиночестве. Нам сложно чувствовать то, что нас очень пугает. Но парадокс как раз в том, что чем больше мы бежим от страха, тем больше он становится и догоняет нас. Счастье заключается в вас самих. Вы должны стать для себя целой вселенной доброты, спокойствия и позитива. Тогда страх одиночества можно трансформировать в счастье наедине с самим собой. Поделитесь в комментариях, может ли человек быть счастлив в одиночестве. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить самое интересное. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!